Чинганасаны – это самый северный народ Евразии. Их культура гораздо старше древнего Египта или Греции. Они – потомки древнего арктического населения, которые жили на Таймыре еще 10 тысяч лет назад. Во все времена их было только несколько сот человек. Таймыр – это полуостров, но местные называют всю остальную Россию материк. До Таймыра нет железной дороги или даже просто дороги. Сообщение с остальной Россией возможно только самолетами или по Енисею, а интернет работает через спутниковые тарелки. На Таймыре всегда холодно. Температура минус 40. Зимой это нормально. Зима длится 9 месяцев. Лето совсем короткое. В течение года может быть только несколько солнечных дней. Воздух влажный. Часто бывает туман. Большую часть года здесь или полярный день, или полярная ночь. До поселка Усть-Авам от ближайшего города 300 километров тундры. Если Таймыр – проблемный регион, то Усть-Авам – один из самых сложных поселков полуострова. Здесь нет работы, и большинство местных пьет. Счастливыми здесь выглядят только маленькие дети. А на лицах взрослых только растерянность и усталость. Наш прилет ознаменовался празднованием местного усть-авамского праздника – Дня авиации. Вертолет прилетает в поселок раз в неделю. Родственники, среди прочего, привозят своим из города водку. Другой праздник в поселке – День пенсии. Ее привозят в начале каждого месяца. Бутылка водки стоит примерно 500 рублей днем и 1000, если нужно выпить, ночью. В эти, в кавычках, праздники по улицам бродит больше пьяных, чем обычно. Те, кто не пьет, развлекаются тем, что ходят из одной части поселка в другую и снимают на мобильные телефоны драки. У нас вот подросток совершил убийство, это было 2 или 3 года назад. Убили, до смерти забил мужика, буквально за стакан водки.
Кто-то ему не дал, он его приходил, методично бил, в результате забил. А после чего ходил по поселку и говорил, что это он это сделал. 5 лет дали человеку. Он в 9 и 10 классе учился. Конечно, волочанки вам получше расскажут про жизнь волочанскую. Но у нас кто расскажет? Поставь ящик водки мне, я тебе всех заложу. Всех, всю подноготную расскажу. За одну бутылку на что могут родную мать предать или продать? Есть такие люди. Усть-Авам – этнически смешанный поселок. Ингонасан здесь меньшинство. Здесь живет около 500 человек. Примерно как в большом многоэтажном доме. При этом больше половины этого дома, 270 человек, это дети, а 50 человек – старики. То есть взрослых людей в поселке не больше 200 человек. Тем не менее, статистика по преступности здесь хуже, чем в Колумбии или Южной Африке. За 2010 год в Усть-Аваме произошло 8 преступлений и 100 административных нарушений. 1 самоубийство и 1 убийство. Милиция изъяла 7 ружей. В поселке совершались кражи, избиения и мелкие хулиганства. По одной легенде, Нгонасанов родила Моу-Нямы, земля-мать. Она была огромной оленихой. Ее голова была повернута на запад, и она шла вслед за солнцем. Когда олениха Моу-Нямы приблизилась к солнцу, наступила весна, и из ее шкуры вылезли черви. Это и были люди. Они долго скитались по тундре и бедствовали, пока не научились охотиться на оленей. Охота и рыболовство все еще главные занятия в поселке. В сезоны люди уезжают на точки. Это хижины, разбросанные по тундре вдоль рек на расстоянии десятков километров друг от друга. Рыбаки и охотники обычно приезжают на точки вдвоем или втроем и живут так в изоляции несколько месяцев. Потом консервируют точку и уезжают. Скажите, а как у вас получается так долго жить в изоляции? Например, космонавтов, когда готовят к полету, долго учат, чтобы они себя нормально чувствовали на орбите, а вы просто приезжаете вдвоем или втроем и просто живете в точке несколько месяцев. Как у вас это получается? Как? Молча. Но мы чисто на рыбалку приезжаем сюда осенью. Вот как подмерзнет в октябре. Октябрь, ноябрь, декабрь месяц. Ну, январь. Морозно, дует. Пурги постоянно. 40, за 40 даже бывает.
Московское время 3 часа. Основные темы выпуска. Дмитрий Медведев продолжает поездку по Дальнему Востоку. Среди захваченных пиратами в Нигерии моряков 7 россиян и по одному гражданину Литвы, Латвии и Украины. В Южном Ливане активисты Хезболлах атаковали миротворцев ООН. Сборная Испании выиграла у команды Парагвая 1-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Дмитрий Медведев продолжает поездку по российскому Дальнему Востоку. В субботу президент прибыл во Владивосток. Минувшим вечером он присутствовал на праздничном концерте в честь 150-летия города. Президент поздравил жителей с заметной датой и заверил, что столица Приморья будет меняться только к лучшему. Уезжая, полагается оставлять в точке запас еды, рацию и горючее. Если там окажется хоть что-то из этого, это может спасти жизнь человеку. Если он заблудился, или кончился бензин в катере, или сломался снегоход. Работать в тундре – это всегда очень опасно. Почти все, с кем мы говорили в поселке, рассказывали о погибших близких и друзьях. Местные легко рассказывают про смерть. Ну как вот здесь точка, на Муколае они стояли, 3 мужика. Заболел один у них мужик. Вот они его повезли в Кресты. Пурга же была. Заблудились. Они промахнулись-то там буквально. С километр, наверное. Пока ездили, ходили, блуждали, он все, умер. Там что-то у них с вездеходом случилось. В общем, один пошел. По-моему, один остался вот с трупом. Ну, он замерзли, короче. Этот мужчина рассказал нам, как его отец погиб зимой, заблудившись на снегоходе, потому что в поселке не было фонарей. Когда-то у меня батя вот так ушел в пургу хорошую, такую, хорошо дуло. И на окраине поселка не было фонаря. Может быть, из-за этого фонаря, вот единственного какого-то поганого фонаря, он, может, и отсориентировался в пургу. А потом я, короче, пошел разорался, гляжу, через неделю, через месяц появились уже. Ну а что толку, когда человека уже нет? Если родители что-то почувствовали, что они должны делать в первую очередь? Ну, в первую очередь попробовать поговорить с ребенком, причем беседу нужно строить не в плане допроса или упреков, претензий, а просто постараться понять, что у него на душе, чтобы ребенок не боялся осуждения со стороны родителей в случае, если он как-то неправильно себя ведет, по его мнению. Если же ребенок на контакт не идет, то лучше, конечно, обратиться к профессиональному психологу. Все же заметны какие-то сильные изменения, выраженные признаки депрессии, ребенок худеет, плачет постоянно, то лучше, конечно, обратиться к психиатру детскому. Вот если у подростка несчастная любовь, и тут ведь вообще очень трудно как-то объяснить, что это не навсегда, что будут потом еще другие увлечения. Как помочь ребенку выйти из этой ситуации, не думая о самом страшном? Показывает опыт всех поколений. Тут авторитет родителей, конечно, гаснет, когда возникают первые чувства. Таймыр, с одной стороны, это бедная земля. Здесь мало что растет. Трава и кустарники. Почти совсем нет деревьев. С другой стороны, эта земля богатая. То, что здесь есть, есть в изобилии. Здесь много зверей и рыбы, воды, пространства, пустоты, много неба. На древнетунгусском языке Таймыр значило «щедрый». В древности до женитьбы
Нгонасаны общались очень свободно. Молодой человек приходил в чум девушки. При родителях пел ей любовные песни, обнимал и просил стать его любовницей. Если девушка соглашалась, то дарила парню цветные бусы и медные привески на косы. Смазывала ему волосы жиром и костным мозгом оленя и вплетала украшения в концы его косичек. Внебрачные дети оставались у отца девушки и воспитывались на равных правах с остальными детьми. Сейчас в тундре растет уже второе поколение, которое совершенно не умеет работать. Они не умеют охотиться и рыбачить, не разбираются в моторах и не умеют плотничать. Таких людей называют бакланами. Они живут тем, что выпрашивают у знакомых и родственников рыбу и мясо, когда те возвращаются с охоты. Молодые люди или уезжают из Усть-Авама в город, или остаются здесь. Непонятно зачем. А чем в поселке занимаются молодые люди? Чем? Как могут, почему? Пацаны здесь работают вот на баржах, когда катера приезжают, они уголь разгружают. Много случаев уезжает отсюда девушек. Девушек выходит замуж за Горяча, Дудинский. Уехала год-два, пожила там полгода. Ну, есть, конечно, там живут. И все. Или с окна сама сбросилась, или там спилась, или что. Кто докажет? Уехать из поселка на Таймыре можно только в два города. Один – это порт Дудинка. И второй город – это Норильск. Он расположен у подножия плато Путарана между двумя заводами – Медным с одной стороны и Никелевым с другой. Город окружен мертвым лесом и в зависимости от ветра покрыт дымкой из выхлопов или медного, или никелевого завода. Один нгонасанский шаман рассказывал, что когда ему было 4 года, он сильно заболел и 3 дня, находясь без сознания, путешествовал по мирам. Он дошел до середины моря и стал сосать грудь Бидынямы, матери воды. Потом хозяин подземного мира сказал ребенку, что он избран быть шаманом, и дал ему в проводники горностая и мышь. Шаман прошел много испытаний, и в итоге голый человек разрубил его на части, отделил мясо от костей, 3 года варил в котле, потом перековал его и снова соединил. Он вставил шаману глаза и просверлил затылок, чтобы тот видел и слышал то, чего не видят и не слышат обычные люди.
Последний нгоносанский шаман давно живет в городе. Говорят, в прошлом году он отказался от своего звания. Край озер, холодных рек, край, где в редкость человек, царство льдов, застывших дней, соболей, волков, оленей. Русские пришли на Таймыр в начале 17 века. Заставили коренных жителей платить дань мехами и пытались обращать их в христианство. Но из-за тяжелого климата нгоносаны оставались для русских странными народами, которые живут за высокими горами в полуночных странах. В начале 20 века были открыты залежи руды в Норильске, и там построили заводы. Советская власть строила для местных жителей поселки и загоняла их в колхозы, которые поставляли мясо. Когда Советский Союз распался, поставки мяса из Усть-Абама стали не нужны, и поселок признали неперспективным. Местные жители, которые почти все жили в поселках, лишились льгот, без которых жить здесь практически невозможно. Они остались без работы, без традиций и без иммунитета к алкоголю. Государство сейчас не помогает. Все свое надо. Вот и мне эти свои. Хотя я пенсионер, все свое. Государственного ничего нет. А раньше у меня было государственное все. Я говорю, вертолеты, рыбы сдал, все. Вот точка вот эти все вот ездят. Ох, Сунах, на Сахаркюле. Пожалуйста, рыбу достал, позвонил там директору госпромхоза. Так столько выловили. Вертолетик, самолетик, все, сели. Продукты привезли. Вот. Раньше все было. Как автомат. А сейчас сами везут, сами сдают. Я же потомственный оленевод, охотник, рыбак. Вот моя земля, вон-то проедет сейчас. Сенькин-мышь 3 штук. Вот мои там. Сенькин-мышь, я родился там. Дед там был, вот, кораль, вот оленеводами же были, охотник. Раньше большевики всех расстреляли, дед был расстрелянный, расстреляли. Но он был депутатом каким-то был раньше, давно. Родовые советы были, род. У нас свой род был отдельно жили так. Семьи большие были, род. У нас свой этот был, символ свой был. Вот символ у российского флага. Какой символ? Глава да. А у нас родовое. Бурый медведь был. Родовой. А сейчас ничего нет. Внук вообще ничего не знает. Все. Сейчас коренные жители Таймыра застряли между эпохами и цивилизациями. Скоро они разучатся охотиться, и их товар никому не нужен. Они стремятся уезжать в город, но к городской жизни не готовы. Они не язычники, у них нет шаманов, но они и не христиане. Они забыли свой язык и говорят на странном наречии русского.
Но люди продолжают жить в тундре. И если они хотят и дальше оставаться здесь, жить и работать, им придется найти что-то взамен того, что было разрушено. Найдут они это или нет, это будет что-то новое, потому что их прошлое умерло, и возврата к нему нет. Ine, Ire,